Всем привет, вы на канале Twin Китая. Мы продолжаем проходить Coffee Talk эпизод 2. Я наконец-то переехала второй раз, и снова задний фон снова белый. Но это не то, что хотела сказать. Снова придется какое-то время подождать, чтобы я обустроила его. А может быть, я оставлю его белым? Я не знаю, я честно не знаю. Но мне не нравится белый. Нет, я хочу что-то другое. Аквия ушла. Мы остались с Миртл и... Я забыла имя чела. Лукас. Ты как? Нормально. Меня просто выбесило, что она начала задавать все эти гипотетические вопросы. Гипотетические вопросы? Какие это? Например, собираюсь ли ей помогать, если она согласится на что-то подобное в будущем. Блин. Я не знаю. Музыка... Вроде как во второй части они сделали так, чтобы авторские права не задевались с помощью музыки, как это было в первой части, из-за чего у меня почти вся первая часть, да не почти, а вся была без монетизации. Что это за вопрос вообще? Как будто она мне не доверяет. Или моим словам, раз уж на то пошло. Мне кажется, дело не в том, что она не доверяет тебе или твоему мнению. Она во всем видит потенциальные возможности, и вот ей прислали этот сомнительный договор, да еще не абы кто ее любимое издательство. Наверняка она сейчас даже не знает, что думать. А ведь и правда. Ты постоянно лезет. Но я ведь рядом. Ей не о чем беспокоиться. И все же вполне возможно, что она переживает. Если она так переживает, почему тебе не сказать что-то типа «конечно, я помогу, но только если условия будут не такими паршивыми». Вроде нормальная идея, разве нет? Только если ты уже ей это не сказала, тогда не знаю, что еще предложить. Я подумала, что если скажу ей это, она все равно решит подписать договор. То потому что точно не смогу отказать ей в помощи. Ясно. К тому же мы с самого начала договорились, что будем работать над игрой только в свободное время, так что... По сути, ты не уверена, что хочешь в это ввязываться? Ну, типа. Ты о чем вообще? Конечно, нет. Все меняется, когда замешиваются деньги. Всегда. Ага, с этим не поспоришь. Я знаю, как работают некоторые подобные компании. Они ищут обычных ребят с интересными идеями, забирают из их проектов то, что им нравится, а от остального отказываются. Им плевать на чужие труды. Может, это издательство одно из любимых, но это еще не значит, что сама компания приличная. Особенно, если взять в расчет тухлый договор. Он только показывает их истинное лицо. Да уж. Мне очень нравится работать с ней над игрой. Правда нравится. Обожаю, когда она рассказывает, какие идеи хочет передать через нее, и никакая компания не связывает нам руки. Так что обсуждать, как мы собираемся воплотить наши идеи в игре, интересно и приятно. Вот уж чего мне не хватает на работе гейм-дизайнеркой. Ясно. Мне просто хочется, чтобы она поняла, что я просто переживаю за нее. И не без причины. В точку. Только вот ты же делилась всеми этими мыслями со своей подружкой. Что? С чего бы? С чего бы ты не стала этого делать? Не то чтобы я специально подшучивал, но когда вы говорили о... Подслушивать это как-то жутковато. Ну да, извиняюсь. Но если откинуть тот факт, что я жутковатый тип, очевидно, ты много об этом размышляла. Но блин, если все, что ты сказала, это насколько стрёмно, ей прислали контракт, а об остальном промолчала... Я бы на ее месте тоже нормально так расстроился, потому что тогда сразу задаешься вопросом, поддержит ли меня друг или подруга, или может ему или ей вообще пофиг. Создается впечатление, что этот проект для нее много значит. Ты сама сказала, работу с отношениями лучше не вмешивать, так что вполне возможно, что она парится о том же, о чем и ты. Может ведь быть такое? Сказав это, теперь мне еще больше кажется, что я вчера повел себя как кретин. Почему осознание обычно приходит на следующий день?
Думаю, ей могло показаться, что ты грубо себя повел. У меня просто мысли не было, что она не так меня поймет. Наверное, слишком многое воспринимаю как должное. Но ведь я ей не доверилась. Мне не хотелось перемен. Позорище. Ну и какая я после этого подруга? Держись, мне пора. Хорошо, надеюсь, все решится. Давай. Удачно добраться до дома. Пока. У меня, кстати, тут еще в шкафчике лежит зажигалка. Странная зажигалка. Ну и ночка. Я вообще ничего не успела сделать. Печально. А здесь вообще часто такое случается? Я не конкретно про них, а в целом. Ну, похоже, тебе к такому не привыкать. Так что ответ по-любому да. Я прав? Не ежедневно, но довольно часто. Круть. Значит, вот она реальная причина, по которой это местечко называется Coffee Talk, да? Людей рядом с тобой так и тянет поболтать. Думаешь? Ну, даже не рядом с тобой, а в этой кофейне в целом. Блин, здесь даже я говорю о себе больше, чем обычно. Это странновато. А с другой стороны, испытываешь что-то вроде катарсиса. Приму за комплимент, наверное. Да, конечно. Это такая фишка. Мне кажется, что даже полезно выговариваться, при этом не напиваясь вдрызг. Вспоминать об этом потом гораздо неприятнее, да. Но какая возможность для самоанализа? Интересная мысль. Ну да ладно, кстати, пока не забыл. Можешь кое-что у себя подержать? Это что? Спиннер со ссылками на соцсети на обратной стороне. Ты серьезно? Спиннер? Моя старая визитка. Если вчерашняя девушка еще раз тебя заглянет, передашь ей? Ты Орионе? Ага. Хочу перед ней извиниться. У меня не получилось найти ее онлайн по одному лишь имени, если это вообще ее настоящее имя. Я подумал, может, ты передашь его ей. Там есть мои контакты, так что она сможет написать мне в соцсетях. В такой форме она вряд ли выкинет сообщение, да? Даже? Зависит от человека. Контактные данные инфлюенсера, чтобы кое-кто мог с ним связаться. Окей. Надо не забыть. Думаешь, она его выбросит? Честно говоря, сложно сказать. Ну вот, нервишки заиграли. Можешь отдать мне спиннер на секунду? Ладно. Да нет, оставь себе. Нельзя расклеиваться. Может, оставишь свою почту? Так жест получится более личным. Думаешь? Мне показалось, ей будет удобнее связаться со мной, если жест будет менее личным. Поэтому я подумал, что если она напишет мне в соцсетях, так будет лучше. С другой стороны. Да нет, ты права. Пусть лучше напишет мне прямо на почту. Вдруг она его выкинет. По крайней мере, ты будешь знать, что честно постарался. Это да. Ну ладно. Доверюсь тебе. Бумажка с контактными данными Лукаса, название профиля, автома Дочил и номером телефона. Угу. Окей. Тогда кому мне всучить вот этот спиннер? Ладно, пока будет лежать. Раз так, передашь ей сообщение, когда тебе покажется, что настал подходящий момент, если она вернется, конечно. Сделаю, что смогу. Лады, супер, спасибо. Ты лучше всех. Скажи. О, черт. Пойду-ка я, пока дождь не зарядил в полную силу. До встречи. Не заработайся тут, окей? Ну да, конечно. Конечно, я не заработаю тут, да. Фух, сдыхалась йога, фух. Ну и ночка. Ух. Да что происходит? Детокс чай. Очень горький, кислый, пряный. Даже если он не выводит токсины, то точно производит такое впечатление. Детокс чай. Какой-то зеленый, возможно, чай с лимоном и... Берем? Не знаю. Не уверена. Четверг, 21 сентября 2023. Что это? Окей. Гобли Лапс собирается бороться с нашествием крылаток с помощью водорослей убийц. Истребители космической национальной гвардии засекли НЛО в небе над городом сегодня утром. Озадачивающий комментарий правительства насчет утечек данных: не используйте один пароль дважды. Понятно. 9. Сегодня здесь царит жуткая атмосфера. Секунду. 9 штук? Это что ж у вас там? Луя.
Ведущая специалистка по развитию бизнеса в НСО. Луя. Сторисы посмотрим, сторисы. Так, Рэйчел, только что с танцевальной репетиции, вся в поту, но тренер сказал, что у меня уже получается гораздо лучше. Риона. Из-за новых правил поменялся график доставки напитков для вечеринок. Крайний срок заказов 1:00. Магазин закрывается в 1:30. Доставка из Бельвью. Ок. Кстати, если у вас быстро дохнут аккумуляторы в смартфонах, я весь месяц съезжаю вот этот пауэрбанк. Ссылка в профиле. Чилю, фотка дня. Ясно. Ого, ну он типа знаменитый, да? Бейлис. За качество нужно платить. Нельзя заказать работу стоимостью $1000, а заплатить всего 150. Уважайте тех, с кем работаете. Джорджи. Только что остановил парочку молодых людей за вождением в нетрезвом виде. Не ведите машину припеваючи. Лукас. До меня только что дошло, что кофе, мед и молоко не считаются за полноценный прием пищи. Круто, когда получается нормально общаться. Аквия. Миртл. Умение слушать искусство, которое я часто недооцениваю. Прикол. Давайте смотреть, что. Вечерняя молва, должно быть что-то новое. Цена счастья. Да как тут? Давайте прочитаем, ладно. Окей. Это, кстати, тоже не та, которая Фрейя, а другая. Я так понимаю, в этой части Фрейи вообще не будет. А может и будет, кто знает. Цена счастья. $13 за 2 пачки сигарет, которые я выбрал у кассы. Хватит, чтобы не сойти с ума в течение еще 4 дней, при условии, что я буду курить не больше 10 сигарет в день. Я достал первую, как только вышел из магазина. На сегодня осталось еще 9. Пожалуйста, осторожнее с курением, оно немножко убивает, как и еще множество других вещей, но это уже другой разговор. Я проверил телефон по пути в кафе, в котором обычно пишу. Spotify только что снял ежемесячную плату $10, учитывая, что за последний год я прослушал 80 тысяч минут музыки, неплохое вложение десятки. Я закрыл уведомления Spotify, вместе с ним еще несколько уведомлений от почты насчет постоянной работы, которую я надеялся получить. Все письма вежливые отказы, значит, пока побуду на фрилансе. Я задушил сигарету в пепельнице урны рядом со входом в кафе и смахнул пепел, попавший на мою видавшую виды фланелевую рубашку. В кафе было пусто, не считая нескольких студентов, корпящих над домашним заданием. Нормальные люди ведь в кафе не работают. Они работают в небоскребах, где все одеты в деловые костюмы, носят с собой пропуски. Все, кто действительно разобрался, как надо жить. Их бюджеты распланированы до самой старости. Я сел в зоне для курящих, поставил рядом с ноутбуком большой стакан кофе со льдом за $2. Стакан запотел, появившиеся на нем капли на перегонки скатывались к столу. Несколько капель остались у края стакана, будто планируя спуск вниз. Я переживал за эти капли, прокладывающие свой путь, ведь они не знали, что их ждет у дна пластикового стакана. Они даже не знали, смогут ли вообще туда добраться. Вот это философ, я смотрю. И я начал печатать. Мне предстояло написать статью об экономическом исследовании какого-то лауреата Нобелевской премии, о том, сколько денег нужно зарабатывать в год для достижения оптимальных условий жизни. Речь, кстати, о $75 тысячах. Для иммигранта вроде меня, недавно вступившего в гонку за американской мечтой, сумма астрономическая. Я и так плачу неприлично много за аренду своей убогой квартиры, а одни поездки на метро ежемесячно обходятся мне где-то в $100. Если я посчитаю свои ежегодные расходы, как и положено ответственным взрослым людям, наверняка примерно такая сумма выйдет, если не больше. Как понимаю, сложно. Особенно, когда тебе 20+, и ты сидишь и понимаешь, что вроде как в это время, по идее, по видимости идеи, ладно, ты должна или должен уже быть взрослым, самостоятельным человеком с работой, там, я не знаю, может быть, даже с семьей, может быть, даже со своей квартирой, машиной и прочее. А ты сидишь где-то на съеме, если не у родителей, и, возможно, без работы, и думаешь о том, как вообще жить эту жизнь. И, я не знаю, у меня, по крайней мере, так. Увы. Или не увы, кто знает. А может быть, так у всех, а может быть, нет. Интересно, значит ли это, что мои условия жизни можно считать оптимальными, потому что мне они точно такими не казались. И все же я задумался. Может быть, цена счастья для каждого своя, может, эти нобелевские лауреаты не учли цену зависимости или депрессии, или прочего того, что общество относит к категории психических заболеваний. Учили ли они при подсчете стоимость
Да, просто да, вот это просто идеально сейчас сказано. Учили ли они при подсчете стоимости антидепрессантов и снотворных? Некоторым приходится тратить эти деньги, чтобы функционировать и спать. Я пребывал в уверенности, что эти траты не входили в общую цифру. Может, людям, у которых при рождении больше шрамов на теле, приходится больше платить за счастье? А ведь если подумать, счастье – это удручающая абстрактная единица измерения. Как измерить счастье в цифрах? Количеством вещей в спальне, количеством детей и тем, как сумма на банковском счету помогает их растить, количеством улыбок за день. Если счастье измеряется улыбками, считаются ли неискренние улыбки? В этом и проблема. Слишком много переменных, а мне пришлось изложить весь этот бред в статье объемом не более 700 слов. Статье объемом не более 700 слов, за которую я получу $100, если ее открою достаточное количество раз. Думаю, пока этого не произошло, да и вряд ли произойдет. Как думаете, вам было бы достаточно этой суммы для счастья? Поделитесь мыслями в комментариях. Я закончил статью на этой радужной ноте, проигнорировал иронию самого вопроса. Как я проигнорировал и 5-ю сигарету, медленно догорающую в пепельнице. Очередной напрасный платеж, который должен был покрыть цену счастья. На сегодня осталось 5 сигарет. О, ну вот это прям такая реально не то чтобы философская, но есть над чем подумать. Хорошая статья, мне понравилась. Так, сегодня, говорит, тут странная атмосфера, будто это ночь старой дружбы и новых знакомств. Давайте вампирчика и оборотня. Кто здесь? Вампирчика и оборотня давайте. Ой, привет. У меня чуть сердце из груди не выскочило. Ты на Камиме, да? И вот-вот превратишься? Может и нет. Угу. Привет. Привет. И тебе привет, новый клиент. Мяу. Привет, Луя. Думаю, этот кот не из тех, что пьют кофе. Тоже так и есть. Значит, у тебя появился пушистый любимец? Пока не знаю, впервые вижу этого малыша. Ты что, нюхаешь меня, малыш? Хочешь пообниматься? Не очень. Ладно, ладно, никаких обнимашек. Я делаю миллион скринов. А ты? Ага. Интересно, он потерялся, ошейника не видно, так что он наверняка уличный. К тому же очень милый и мог бы стать отличным талисманом кофейни. Думаю, это уже решать ему, а не нам. Коты. Ага. Спит. Давно мы с тобой не виделись. Правда, последний раз, кажется, где-то неделю назад, да? Чем занималась? Честно. В основном работала, как обычно. Врать не буду, я очень устала. Ты только с офиса? Да. Но в свою защиту скажу, последний час я рассматривала свадебное платье на Тамадочил. О, должно быть весело, да? По крайней мере, не скучно. В меру восторженная реакция. Как идет подготовка к свадьбе? Идет. Прежде чем я отвечу, мне надо выпить. Мне кажется, сейчас ты не отказалась бы от чего-нибудь теплого. Теплого и приятного, да. Сливочного и расслабляющего с пряной ноткой. Чего-нибудь, что поможет мне заснуть, потому что скоро я уже отправлюсь в постель. Вижу, у тебя появились новые модные ингредиенты. Да, синий чай и гибискус. Любопытно. Я бы попробовала гибискус с молоком и пряностями, пожалуйста. Гибискус. Вот это с молоком и пряностями. Это что, корица? I think. Да? Я думаю, да. Розовая пряность. Как миленько. Смотри, сердечко. Мяу? Мяу-то оно мяу, но да, я почитаю. Мягкий, но при этом пряный напиток, согревающий и освежающий одновременно. Тут Луя. День рождения 2 октября. Что-то на каком-то языке. О, бедняжка, тебя кофемашина разбудила? Вот тебе и талисман. Может, он еще вернется? Наверняка. Коты ничего не делают без причины. Даже если эти причины часто довольно таинственны. Так и есть. А вот и твой напиток, Луя. Пахнет замечательно, какой приятный цвет. Там еще сердечко, ты видела? И на вкус чудесно. Не сомневалась, что на тебя можно положиться. Твои напитки просто бальзам для вкусовых рецепторов. Ну, или как там говорят. Здорово, что понравилось. Это просто нечто.
вернемся к подготовке к свадьбе. Вы с Беллисом решили пожениться, да? Да, так и есть. Мы столько вместе пережили. Сейчас я точно не пойду на попятную. Беллис по-прежнему мне очень нравится. И он сам, и его длинные уши, и все остальное. Так что я в своем решении не сомневаюсь. Это же замечательно. Почему сейчас я в своем решении не сомневаюсь, сказала не она, а я. Это как это сказать? Это ошибка, опечатка, случайность? Или это так надо было? Ладно, в решении не сомневаюсь, но так много об этом думаю. В последнее время. Уровень стресса просто зашкаливает, у меня аж пара сроков идет. Это уже не очень замечательно. Ага. Понимаю, что это ведь важное событие, мы только о нем и говорим, но в подготовке далеко не продвинулись. Все застопорилось еще несколько недель назад. У тебя другие ожидания на этот день? Не знаю. Не уверена, чего я вообще жду. Я посмотрела столько фотографий свадеб на Тамадочи. Все эти свадьбы такие помпезные, напыщенные. Мне на ум не приходит ни одной оригинальной идеи. Что насчет Беллиса? Он ведь любитель творческого подхода во всем, да? Да, но это еще одна проблема. Мои родители готовы частично оплатить свадьбу. Я неплохо зарабатываю, так что могу покрыть остальные расходы. Бэй тоже хочет вложиться, но с деньгами у него сейчас не очень. А со своими родителями он, как ты знаешь, больше не общается. Тебе по-прежнему из этого неловко? Нет, уже нет. Если я что и поняла, то любимым нужно позволять свободу в принятии решений. Но я переживаю. Из-за того, что мы спустили на свадьбу все накопления. А еще из-за того, что он пытается мне угодить. Вместо того, чтобы сказать, чего хочется ему самому. Ты слишком много на себя берешь. Пытаешься сделать так, чтобы все были довольны. Может быть. Но ведь это неизбежно, разве нет? Опа. Нил? Ты не Нил? Это тот гость из космоса, о котором мы говорили пару недель назад? Тот, что раньше заглядывал в кофейню? Похоже на то, сложно сказать. Он ничего не ответил на приветствие. К тому же, когда мы видели Нила в последний раз, он поменял имя на Сильвер. И он был больше похож на человека. Ясно. Как все загадочно, кстати. Было слышно, как он вошел? Нет, но у меня вообще со слухом проблема. Он очень тихо ходит. Бармен, в этом заведении обслуживают девчонок, у которых в горле пересохло? Налей-ка, чтобы покрепче. Что такое? Что происходит? Прошу прощения. Здесь такое не подают. В самом деле, согласно нашим исследованиям, находясь в питейных заведениях, заказывать напитки нужно именно таким образом. Похоже, ваши исследования основаны на орочих вестернах. Это не он, это не Нил. Что не так с орочими вестернами? Они нам очень даже понравились. С ними все нормально, они просто совсем не совпадают с реальностью. В каком смысле? Ну, на такое сразу не ответить. Думаю, лучше будет спросить, что у них общего с реальностью. Что у них общего? Ты сама сказала, что спросить лучше об этом. И правда. Думаю, ответ такой. Верно показано, как люди испытывают эмоции, что они амбициозные, мечтательные, что у них есть желания, иногда они завидуют другим, и еще то, что они всегда готовы прийти друг к другу на помощь, и как они влюбляются. Такое впечатление, что землян так и переполняют эмоции. Похоже, что да. Ваш народ в этом смысле сильно от нас отличается? О, да. Хотя нам тоже не чуждо желание обладать. Но у землян будто как минимум на 94,328% больше эмоций, чем у нас. Что с пальцами? А, они ж пальцами пьют вроде, нет? Как вы их различаете? Честно говоря, иногда у нас не получается. Понять, что ощущает кто-то другой, сложно. Даже понять себя самого не самая простая задача. Но это как бы добавляет жизни остроты. Нам кажется, что было бы неплохо сообщать об этих эмоциях. Особенно в фильмах. Например, перечислять их в верхней части экрана. Кинематографисты 1920-х годов с вами бы согласились. Но, извините, вы ведь не Нил?
Не Сильвер? Вы правы. Нас зовут Аманда. Значит, вас на Земле несколько? Нас повсюду великое количество. Средняя плотность населения 34,50,45 на галактику. Я не знаю, почему я прочитала это по 2 цифры. Привычка какая-то, может. А что у меня тут появилось? Один же только что говорила. Аманда. Понимаю. В данный момент мы обсуждаем нечто другое. Да, вы хотели заказать напиток, верно? Это так. Мы бы не отказались впитать некоторый объем жидкости, совсем как лиловая жительница Земли. Лиловая жительница Земли? Интересное описание. Мы ошиблись. Правильнее было бы описать вас как лиловую жительницу Земли с 4 придатками. Вы о моих рогах и ушах? Аманда, когда мы говорим о посетителях, то стараемся не упоминать количество их придатков. О, мы просим прощения. Но мы не можем обратиться к посетительнице по имени, так как его не знаем. Я не представилась, извиняюсь. Меня зовут Луя. Луя. Луя? Луя. Да. Приятное созвучие. Ну, спасибо. Мы бы не отказались впитать некоторый объем жидкости, как это делает Луя. У вас есть пожелание, какую жидкость вы хотели бы впитать? Яркую, запоминающуюся. Мы хотим, чтобы наш первый напиток на Земле был абсолютно незабываемым. Проще простого, правда? Я справлюсь. Мы рождены для преодоления подобных вызовов. Отличный настрой. У вас есть еще пожелания? Мы хотим, чтобы напиток был очень пряным. Нам известно, что в некоторых заведениях будут слабые напитки. Когда посетитель двуногая особь с женской внешностью. Согласно нашим исследованиям, подобное поведение нежелательно в 99,99% случаев. К счастью, вы не в таком заведении. Подтверждаю. Итак, вы хотите нечто яркое и пряное. Вам бы понравилось нечто синее и имбирное? Мы не знаем, что значит имбирное, но мы не против. Синее и имбирное. Синее и имбирное — это синий чай, а имбирь — это имбирь. Имбирь. Вопрос. Синий чай, имбирь, имбирь. Я правильно поняла? Ну, нечто синее, нечто имбирное — это же оно. Синяя молния. О, хорош, давай. Синяя молния специально для вас. И правда ярко. Так. Лучшее средство от расстройства желудка и от скуки, да еще и красивого цвета. Согласна. А зачем я вышла? Там еще что-то было. У Аманды появился прочерк. Любопытно. Нам говорили, что у нас могут возникнуть проблемы с ощущением вкуса, но мы определенно чувствуем вкус этого напитка. Ваша репутация вполне заслужена. Можно подробнее про репутацию? Может, тебя уже обсуждают. Скоро сюда начнут стекаться хипстеры. Наверное, пора искать новое местечко. Надеюсь, что нет. Мне бы тебя не хватало, Луя. К тому же хипстеры как раз так и поступают. Ходят куда-то, но только пока место не становится популярным. Даже 1-0 в твою пользу. Думаю, ты от меня еще не скоро избавишься. Вы здесь всегда рады. Итак, Аманда, что вы там говорили о моей репутации? Мы услышали о вас от родича, раньше носившего имя Нил. Понятно. Родича, значит. Получается, сюда начнут стекаться не хипстеры, а инопланетяне. Может, тебе сменить название, например, на кофейню близких контактов? Такое название наводит на мысли о другом виде заведений. Итак, Аманда, что вас привело сюда? Обозначьте вопрос точнее. Давайте мы узнаем, что ее сюда привело в следующий раз. А в этот раз на этом закончим. Как далеко это идет? В самое начало дня? Да, в самое начало дня. Окей. Спасибо вам, Твинчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.